Задумывался ли ты когда-нибудь, что заставляет женщину по-настоящему скучать по тебе? Я говорю не о простом «я скучаю», а о настоящем, горячем желании увидеть тебя, провести с тобой время, почувствовать твое присутствие. Чтобы кто-то скучал по тебе, нужны определенные действия, нужно играть с загадкой, с предвкушением и даже с расстоянием. Этот текст – не дешевый мануал по играм, это руководство по мощным психологическим трюкам, которые помогут разжечь в ней желание видеть тебя. Если ты готов перестать быть обычным мужчиной и стать кем-то незабываемым, обрати внимание на каждый из этих пунктов. Давайте продолжим с видео, но перед этим у меня для вас новость. Теперь вы можете помочь каналу набрать больше подписчиков, просто комментируя видео. Это может быть что угодно – мнение, вопрос, предложение. Чем больше комментариев, тем больше шансов у канала расти. Так что активно участвуйте, оставляйте комментарии ниже, и кто знает, может быть, вы получите от меня приз. Присоединяйтесь к нашему клубу участников и наслаждайтесь эксклюзивным контентом, который поможет вам улучшить ваши навыки и отношения по-особенному. Как участник, вы получите доступ к закрытым видео, продвинутым советам и возможность напрямую общаться с нами. Не упустите возможность, станьте участником сегодня и выведите свой опыт на новый уровень. Номер 1. Как использовать загадочность, чтобы пробудить ее желание увидеть тебя. Тебе не нужно рассказывать каждый подробный момент своего дня или каждую мысль, которая приходит тебе в голову. Загадка – мощный инструмент, который, при умелом использовании, пробуждает интерес и любопытство. Почему самые интригующие персонажи в историях – это те, у кого есть тайны? Речь не о том, чтобы быть уклончивым или равнодушным, а о том, чтобы не раскрывать все сразу. Сохрани некоторые вещи для себя, оставь ее в ожидании и пусть ей захочется узнать о тебе больше. Со временем она поймет, что ей нравится разгадывать тебя, и начнет скучать по тебе каждый раз, когда тебя нет рядом. Номер 2. Техника ограниченного контакта. Почему иногда меньше значит больше? Многие мужчины ошибочно полагают, что для того, чтобы женщина скучала по ним, нужно быть рядом все время. Это не так. Ключ к успеху в ограниченном контакте. Слышал фразу «отсутствие заставляет сердце скучать»? Это правда. Если ты всегда доступен, исчезает тот особый момент, который напоминает ей, насколько ты важен в ее жизни. Научись сдерживать свои порывы и не отвечать сразу на ее сообщения, позволь ей иногда делать первый шаг. Уменьшая частоту общения, ты создаешь пространство для того, чтобы она начала скучать. Здесь меньше – это больше. Номер 3. Как создавать незабываемые моменты, которые она не сможет забыть. Речь не только о том, чтобы проводить время вместе, а о том, чтобы сделать эти моменты запоминающимися. Это может быть что-то простое, как шутка, которую понимаете только вы, уникальный опыт или даже место, которое оба любите. Память имеет удивительное свойство цепляться за моменты, которые вызывают глубокие чувства. Прояви креативность, придумай что-то, чего она не испытывала с другими, что-то, что, когда она подумает об этом моменте, она вспомнит тебя. Эти воспоминания станут своеобразным эмоциональным якорем, связью, которая заставит ее скучать по тебе, когда она одна или скучает. Номер 4. Сила предвкушения. Как сделать так, чтобы она ждала встречи с тобой. Предвкушение – это искра, которая поддерживает пламя желания. Хочешь, чтобы она скучала по тебе? Дай ей что-то, чего можно ждать. Не будь тем, кто всегда доступен, кто никогда не дает ей возможность почувствовать ожидание. Запланируй что-то на выходные, но не раскрывай все детали. Дай ей знать, что у тебя есть что-то особенное, но оставь ее в ожидании. Предвкушение создает это ощущение желания, ожидания встречи. Когда ты заставляешь ее ждать, ты создаешь глубокую и устойчивую эмоциональную связь. Номер 5. Как оставлять тонкие подсказки, чтобы она думала о тебе, когда тебя нет рядом. Оставлять тонкие подсказки – это техника, требующая мастерства, но когда она выполнена правильно, она невероятно эффективна. Это может быть твой парфюм, песня, которая звучит, когда вы вместе, или даже определенная фраза, которую ты часто произносишь. Эти маленькие знаки останутся в ее памяти и заставят ее думать о тебе в неожиданные моменты.
Это как оставить часть себя с ней, что-то, что будет присутствовать в ее жизни, даже когда тебя нет рядом. Так, даже если она этого не хочет, эти небольшие напоминания заставят ее снова и снова возвращаться к мыслям о тебе. Номер 6. Важность непредсказуемости для поддержания ее интереса. Предсказуемость убивает интерес. Когда ты всегда ведешь себя одинаково, она теряет энтузиазм и начинает считать, что уже знает тебя насквозь. Чтобы поддерживать ее интерес, ты должен быть непредсказуемым. Это не значит быть непоследовательным, а значит, иногда удивлять ее. Будь тем мужчиной, который может быть спонтанным, который может изменить планы в последний момент или придумать что-то новое для каждой встречи. Сюрприз вызывает эмоции, а эмоции заставляют ее думать о тебе, когда тебя нет рядом. Непредсказуемость поддерживает ее интерес и заставляет ждать, что же будет дальше. Номер 7. Как играть с дистанцией для укрепления эмоциональной связи. Хорошо управляемая дистанция может стать мощным оружием для укрепления эмоциональной связи. Это не значит полностью исчезнуть, а дать ей пространство. Почему? Потому что, когда ты даешь ей пространство, она начинает замечать твое отсутствие, скучать по твоему обществу, твоим словам, даже твоим шуткам. Если ты всегда рядом, у нее нет времени понять, чего она лишается, когда тебя нет. Позволь ей скучать по тебе, ощутить ту маленькую ностальгию, которая делает каждую встречу особенной и волнующей. Дистанция может быть твоим лучшим союзником, если ты умеешь ей правильно пользоваться. Номер 8. Ошибки, которых стоит избегать, если хочешь, чтобы она действительно скучала. Существует ряд ошибок, которых нужно избегать любой ценой, если ты хочешь, чтобы она по-настоящему скучала. Не будь навязчивым, не нервничай, если она не отвечает сразу, и избегай чрезмерных проявлений привязанности без контекста. Эти ошибки не только убивают влечение, но и заставляют тебя выглядеть как человек, отчаянно нуждающийся в внимании. Вместо этого будь твердым, уверенным и независимым. Тебе не нужно, чтобы она скучала по тебе, чтобы подтвердить свою значимость. Когда ты показываешь, что у тебя есть своя жизнь и собственная ценность, она почувствует естественное желание искать твоего общества. Номер 9. Как поддерживать искру, не находясь постоянно рядом. Поддерживать искру, не находясь постоянно рядом, это искусство, и ты можешь достичь этого, давая ей постоянную причину думать о тебе. Делай вещи, которые напоминают ей, насколько ты особенный. Это может быть неожиданное сообщение в середине недели, короткий звонок просто, чтобы услышать ее голос, или просто записка перед важным днем. Тебе не нужно быть физически рядом, чтобы она чувствовала твою близость, иногда достаточно простого жеста, чтобы напомнить ей, как ты ей дорог. Делая эти небольшие усилия, ты поддерживаешь ту искру, не находясь постоянно рядом. Номер 10. Ключ к тому, чтобы оставить ее с желанием большего после каждой встречи. Всегда оставляй ее с желанием большего. Не исчерпывай каждую беседу, не затягивай каждую встречу до тех пор, пока не останется, что сказать. Лучший способ сделать так, чтобы она скучала по тебе, это завершить каждый момент на пике, когда вы оба наслаждаетесь им по максимуму. Это заставит ее всегда хотеть видеть тебя снова, ждать следующей встречи с нетерпением. Каждый раз, когда вы расстаетесь, она будет думать о том, что вы могли бы еще поделиться, и именно это, мой друг, заставит ее по-настоящему скучать. Давайте продолжим с видео, но перед этим, если ты дошел до этого момента, оставь в комментариях слово 100% или что-то подобное, чтобы дать понять, что ты учишься по этому видео. Для более интересных тем, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и поделиться после просмотра. Как создать у нее ностальгию и желание, 8 проверенных приемов. Хочешь узнать, как оставить след в ее памяти, чтобы каждый раз, когда она думает о тебе, пробуждать в ней непреодолимое желание? Ностальгия – это не просто воспоминание о прошлом, это способность заставить ее заново пережить моменты, проведенные с тобой, чтобы она ощутила те эмоции, словно это происходит прямо сейчас. Это не игра для нерешительных. Создание у женщины ностальгии и желания требует хитрости, искренности и умения использовать каждый элемент в свою пользу. Если ты готов узнать, как сделать так, чтобы она вспоминала и желала тебя каждый раз, когда думает о тех особенных моментах, продолжай читать. Эти психологические приемы не так просты, но результат стоит каждого усилия.
Номер 1. Как использовать общие воспоминания, чтобы разжечь ностальгию. Общие воспоминания – это как сундук с сокровищами в ее голове. Каждый раз, когда ты напоминаешь ей о каком-то моменте, который вы пережили вместе, ты вновь возрождаешь эту связь. Расскажи ей о каком-то особенном случае, поездке, неожиданном смехе, о чем-то, что было значимым для вас обоих. Но помни, важно не просто упомянуть это, а сделать так, чтобы она заново пережила этот момент. Спроси, помнишь, когда, и позволь ее мыслям перенестись в то время. Когда ты делаешь это, ты создаешь невидимую связь, которая вновь пробуждает в ней это чувство близости. Каждое общее воспоминание – это искра, которая может разжечь огонь ностальгии. Номер 2. Искусство пробуждать позитивные эмоции через мелкие детали. Не обязательно делать что-то грандиозное, чтобы она вспоминала о тебе с ностальгией. Иногда самые маленькие детали производят наибольшие впечатления. Фраза, улыбка, особое прозвище или даже слово, которое ты часто произносишь. Если тебе удастся, чтобы она ассоциировала эти мелочи с тобой, они останутся в ее памяти, даже если тебя нет рядом. Подумай, как ты можешь включить эти детали в ее воспоминания. Заставь ее смеяться, почувствовать себя комфортно, вспомнить какой-то забавный момент, который вы пережили вместе. Эти, казалось бы, незначительные детали останутся в ее памяти, вызывая позитивные эмоции каждый раз, когда она их переживает. Номер 3. Как напоминать ей о специальных моментах тонко и эффективно. Ностальгия работает лучше всего, когда она вызывается ненавязчиво. Не говори ей прямо, что ты думаешь о ней или о тех моментах, сделай это мягко. Ты можешь отправить ей фото чего-то, что вы оба любили, или сделать комментарий, который поймет только она. Хороший прием – упомянуть эти моменты в непринужденной форме. Скажи что-то вроде «Сегодня я прошел мимо места, которое напомнило мне о…» и позволь ее воображению дополнить остальное. Такие косвенные комментарии пробуждают воспоминания, не заставляя ее переживать их снова насильно, и вскоре она будет вспоминать эти моменты с тобой. Номер 4. Техника упоминания будущих планов, чтобы она думала о тебе. Планы на будущее создают ожидания и также могут укрепить ностальгию, потому что каждый раз, когда она думает о том, что вы сделаете вместе, она вспоминает и хорошие моменты из прошлого. Предложи что-то, не конкретизируя, например, когда-нибудь нам стоит снова отправиться в путешествие, как тогда. Или нам надо попробовать тот ресторан, о котором говорили. Упоминая планы на будущее, ты сеешь в ее голове мысль, которая будет напоминать ей о тебе. Эта техника создает некое предвкушение ностальгии, когда она начинает представлять, как будет проводить время с тобой снова, что заставляет ее еще сильнее желать этих моментов. Номер 5. Как музыка и ароматы могут пробуждать сильные воспоминания. Музыка и ароматы обладают уникальной способностью мгновенно вызывать воспоминания. Если у вас когда-то была особенная песня или вы провели момент вместе, когда играла определенная композиция, используй это. Отправь ей сообщение «Сегодня услышал нашу песню» или, если знаешь, что она находится в определенном месте, включи эту песню на фоне. То же касается ароматов. Если ты используешь особенный парфюм каждый раз, когда вы вместе, каждый раз, когда она почувствует этот запах, где бы ни была, она подумает о тебе. Музыка и ароматы – это как ключи, которые открывают доступ к глубоким эмоциям и создают связь, которая преодолевает расстояние. Номер 6. Стратегии стать тем, кого она всегда захочет помнить. Хочешь быть незабываемым? Тогда тебе нужно оставить подлинный след в ее жизни. Это значит не просто делать запоминающиеся вещи, но и быть мужчиной, который вдохновляет ее, заставляет смеяться, дарит моменты покоя и веселья. Если ты можешь быть всем этим, она захочет помнить тебя. Речь не о том, чтобы быть идеальным, а о том, чтобы быть искренним и заставить ее почувствовать себя особенной так, как никто другой не сможет. Когда ты этого добьешься, неважно, сколько времени пройдет или сколько людей она встретит, она всегда будет помнить тебя, ведь ты стал частью ее истории, кем-то, кого стоит помнить. Номер 7. Как создавать уникальные моменты, которые она не сможет испытать с кем-то другим. Чтобы она помнила тебя, нужно создавать уникальные моменты, такие переживания, которые она не сможет испытать ни с кем другим.
Это не значит делать что-то экстравагантное, а значит делать это так, чтобы чувствовалось твое личное участие. Это может быть шутка, которую знаешь только ты, особенное место, куда ты ее приводишь, или особенный способ общения, который есть только у вас. Эти уникальные моменты, как следы, которые ты оставляешь в ее памяти, и каждый раз, когда она думает о них, она вспоминает тебя. Суть в том, что, даже если она испытает что-то подобное с другим человеком, это уже не будет таким же, потому что ты сделал это уникальным. Номер 8. Сила неожиданных сообщений для возрождения желания. Неожиданное сообщение в нужный момент может творить чудеса. Нет необходимости писать ей постоянно, но спонтанное сообщение, где ты просто скажешь что-то вроде «Сегодня думал о тебе» или «Видел кое-что, что напомнило мне о тебе», имеет огромный эффект. Такие сообщения заставляют ее чувствовать себя особенной, и ее мысли автоматически возвращаются к тем моментам, которые вы провели вместе. Неожиданность создает удивление, а удивление вызывает эмоции. Если ты сможешь заставить ее улыбнуться, получив твое сообщение, ты возродишь в ней это желание увидеть себя и, без сомнения, вспомнить все, что вы пережили вместе. Номер 9. Как использовать социальные сети, чтобы создать атмосферу загадки и ностальгии. Социальные сети могут быть мощным инструментом, если их использовать разумно. Не публикуй все, что делаешь, тщательно выбирай фотографии или комментарии, которые ты выкладываешь. Опубликуй что-то, что напомнит ей о моменте, проведенном вместе, но не отмечай ее и не упоминай напрямую. Это создает атмосферу загадки и ностальгии. Ты также можешь поделиться песней или изображением, которое имеет значение для вас обоих. Она увидит это, и, даже если публично не отреагирует, в ее голове будут возникать мысли о тебе. Создание загадки в социальных сетях – это способ оставить ей тонкие намеки, чтобы она мысленно возвращалась к этим особенным моментам, не сказав об этом напрямую. Номер 10. Мелкие жесты, которые остаются в ее памяти. Мелкие жесты часто запоминаются больше всего. Возможно, ты принес ей ее любимый напиток, не дождавшись просьбы, или отправил сообщение с поддержкой перед важным днем. Эти детали, хотя и кажутся небольшими, оказывают глубокое влияние. Это жесты, которые показывают, что тебе не все равно, что ты рядом, даже если физически не присутствуешь. Эти акты заботы заставят ее вспоминать о тебе и желать иметь кого-то, как ты, в своей жизни. Большие жесты впечатляют, но именно маленькие остаются в памяти навсегда. Давайте продолжим с видео, но перед этим, если ты дошел до этого момента, оставь в комментариях слово 100% или что-то подобное, чтобы дать понять, что ты учишься по этому видео. Для более интересных тем не забудь подписаться на канал, поставить лайк и поделиться после просмотра. Психологические трюки, чтобы она думала о тебе днем и ночью. Хотел бы ты занять ее мысли, чтобы она думала о тебе днем и скучала ночью? Это не про манипуляцию, а про понимание человеческого поведения и создание такой эмоциональной связи, чтобы она просто не могла перестать думать о тебе. Сегодня мы рассмотрим психологические техники, которые помогут разжечь ее интерес, оставить неизгладимые впечатления и занять ее мысли, так что она даже не поймет, как это произошло. Готов узнать, как стать незабываемым? Присоединяйся, это только для тех, кто готов сделать следующий шаг. Номер 1. Как создать интригу и любопытство, чтобы занять ее мысли. Любопытство – мощная сила, и в отношениях это искра, которая поддерживает огонь. Чтобы она постоянно думала о тебе, тебе нужно быть интригующим. Это не значит лгать или притворяться кем-то другим, а показывать себя по частям, постепенно. Сколько ты рассказываешь о себе, когда вы общаетесь? Делишься ли ты всеми подробностями или оставляешь что-то для ее воображения? В следующий раз не выкладывай все сразу. Ответь с ноткой загадочности и оставь ей желание узнать больше. Интрига – это первый шаг, чтобы ее мысли возвращались к тебе снова и снова. Номер 2. Техника косвенного флирта, как оставить ее с желанием узнать больше. Косвенный флирт – это как танец, в котором ты намекаешь, не говоря напрямую. Забавный комментарий, взгляд в нужный момент, комплимент в шутливой форме. Все это создает напряжение и эмоции, не переходя границы очевидности.
Здесь важно создать ощущение, что есть что-то особенное, что-то, что она не может полностью понять. Почему это работает? Потому что человеческий разум не любит незаконченные моменты. Дай ей тонкие намеки на свой интерес, но никогда не будь полностью откровенным. Это заставит ее снова и снова возвращаться к этим моментам, пытаясь понять, что ты на самом деле чувствуешь. Номер 3. Как быть последним, кто отправит сообщение и первым в ее мыслях. Одна из частых ошибок – стараться всегда быть первым, кто отправит сообщение или ответит. Это создает впечатление, что ты слишком доступен. Чтобы она думала о тебе, измени динамику. Иногда позволь ей написать первой, или будь последним, кто ответит перед сном. Оставь это последнее сообщение в воздухе, давая ей время подумать над сказанным. Этот маленький трюк делает тебя последней мыслью перед сном, а часто и первой мыслью по утрам. Номер 4. Как использовать комплименты, чтобы они были искренними и особенными. Хорошо сделанный комплимент может остаться в памяти надолго, даже на годы. Но чтобы это сработало, комплимент должен быть искренним и конкретным. Не говори что-то общее, как «ты красивая». Вместо этого скажи что-то уникальное, что покажет, что ты действительно обращаешь внимание. Твоя улыбка имеет что-то особенное, что заставляет меня чувствовать себя как дома, или твой смех заразителен, я не могу о нем забыть. Комплимент, который касается сути ее личности и который никто другой не говорил, станет чем-то особенным, что заставит ее вспоминать о тебе каждый раз, когда она смотрится в зеркало. Номер 5. Как удивить ее мелкими деталями, чтобы она думала о тебе. Большие сюрпризы эффективны, но именно мелкие детали оставляют настоящий след. Удиви ее чем-то, что покажет, что ты обращаешь внимание. Ей нравится определенный напиток. Принеси его, когда вы встретитесь в следующий раз. Она упомянула книгу, которую хочет прочитать. Отправь ей фото этой книги из книжного магазина и скажи: «Я увидел это и вспомнил о тебе». Эти жесты, хоть и кажутся минимальными, на самом деле демонстрируют внимание и заботу. И поверь, каждый раз, когда она увидит эти маленькие детали, она подумает о тебе. Номер 6. Техника исчезновения, как заставить ее почувствовать твое отсутствие позитивно. Техника исчезновения рискована, но если все сделать правильно, она чрезвычайно эффективна. Тебе не нужно быть доступным все время, позволь ей почувствовать твое отсутствие. Возьми день или два для себя, сосредоточься на своих делах, не поддерживая постоянный контакт. Это не значит игнорировать ее, а дать пространство, чтобы она поняла, что чувствует, когда тебя нет рядом. Твое отсутствие создаст пустоту, которую можешь заполнить только ты, и каждый раз, когда она осознает, что скучает, ты будешь занимать особое место в ее мыслях. Номер 7. Как поддерживать интересные беседы, которые остаются в ее мыслях. Если хочешь, чтобы она думала о тебе, дай ей что-то для размышлений. Поверхностные беседы недостаточны, будь глубоким, говори на темы, которые заставляют ее задуматься. Спроси о вещах, которые она никогда не обсуждала, о том, что ее удивит и выведет из зоны комфорта. Обсуди ее мечты, страхи или уникальный опыт, который ты пережил. Когда вы ведете разговоры, которых у нее нет ни с кем другим, каждый раз, когда она подумает об этих темах, она будет думать о тебе и о том, как тебе удалось прикоснуться к той части ее души, которую она редко показывает. Номер 8. Стратегии, чтобы каждая встреча была уникальной и незабываемой. Рутина – враг притяжения. Если вы всегда делаете одно и то же, не остается ничего, что можно вспомнить. Каждый раз, когда вы встречаетесь, сделай что-то другое. Это не обязательно должно быть что-то экстравагантное, но что-то, что заставит ее думать, что с тобой жизнь всегда интересна. Может быть, это новое место, где вы не были, или новая активность, которую она еще не пробовала, или просто особенный способ поприветствовать ее. Если каждая встреча – это сюрприз, каждый раз, когда она думает о тебе, она будет ждать вашего следующего совместного момента. Номер 9. Как понять, когда дать ей пространство, чтобы она скучала. Близость важна, но важна и дистанция. Понимание, когда перестать писать, когда отойти немного в сторону и когда дать ей время, чтобы она скучала – это искусство.
Если ты всегда рядом, у нее не будет возможности оценить твое присутствие. Научись читать сигналы, замечать, когда настал подходящий момент сделать шаг назад и позволить ей сделать шаг вперед. Если ты освоишь это, она не только начнет скучать, но и научится ценить каждый момент, когда вы вместе. Номер 10. Сила невыраженных слов. Как использовать тишину для усиления желания. Иногда то, что не сказано, бывает так же важно, как и сказанное. Неловкие паузы могут разрушить момент, но стратегическая тишина усиливает напряжение и желание. Научись использовать тишину в нужные моменты, делай паузу перед ответом или улыбайся вместо того, чтобы говорить. Этот промежуток тишины даст ей возможность задуматься о том, что происходит между вами, и ее разум заполнит эти пустоты фантазией и желанием. Правильно используемая тишина – мощный инструмент, который заставит ее думать о тебе. Готов стать мужчиной, который займет ее мысли днем и ночью? Эти психологические трюки подходят не для всех, но если ты готов попробовать, результаты могут удивить тебя. Помни, дело не в манипуляции или играх с чувствами, а в том, чтобы построить подлинную связь, которая заставит ее по-настоящему хотеть видеть тебя в своей жизни. Если тебе понравился этот контент, оставь нам комментарий. Поделись своим опытом, расскажи, какие из этих техник сработали для тебя, а какие оказались трудными. Воспользуйся этими советами и стань мужчиной, которого она не сможет выкинуть из своей головы.